Евгений победил в битве экстрасенсов, не будучи никаким экстрасенсом при этом. Если вы с нами встречаетесь, с нами серьезно надолго, то трансформация, как правило, неизбежна. Нужно понимать, что будут приступы. Это нормально. Слышь, братан, послушай мою телегу. Музыка – это резонанс. Самое дорогое, что у нас есть, это время. Все равно есть иерархия, иерархия доминирует. Нет никакой демократии даже в творчестве. Мне мало заплатили. Почему у всех нормальных групп есть продюсер? Все остальные техники значения никакого иметь не будут. Я могу много чего сказать, потому что кого я только не охранял, работать в правоохранительных органах. Не совсем трезвый вышел на сцену, но это никто не заметил. Я был в восхищении. Женя, здравствуй. Оля, добрый день, добрый вечер. Не знаю сейчас, утро или вечер. Ростов, это значит вечер. Добрый вечер. Вечер, да. Добрый. А для вас, Доминикана, добрый день. День, да. Всем привет из солнечной Доминиканы. Потому что я знаю, что в Ростове выпал снег, поэтому давайте, чтобы у всех наших слушателей было хорошее настроение, посылаю теплый лучик из Доминиканы. Лучик света и тепла. Вот. Спасибо. Вот, друзья. Привет, друзья. Меня зовут Ольга Бочкова. Я блогер и барабанщица. Кроме этого, я еще финансовый директор и главный бухгалтер финансовой организации. Сегодня у нас на канале интервью с интересным человеком, основателем интернет-университета ICDS Group, экспертом-профайлером, создателем безинструментальной школы детекции лжи, автором книг и научных монографий Евгением Валерьевичем Спирицей. Канал у нас музыкальный, поэтому вопросы к Евгению Валерьевичу будут связаны с музыкой. Евгений Валерьевич. Я могу и про музыку поговорить, проблем не составит, потому что приходилось работать, профайлинг использовать даже в музыкальной среде. Это, конечно, достаточно забавно, но тоже пользуюсь. Обращаюсь к нам по этому поводу. Вот, друзья, сегодня узнаем, как музыкальной группе пригодятся знания профайлинга на всех этапах деятельности группы. Это создание группы, подбор музыкантов, рабочий процесс репетиции, концертная деятельность, взаимодействие группы, аудитории, запись альбомов, выпуск альбомов, продажа альбомов, маек, бренд группы, звездная болезнь, как это избежать и укрупнение бизнеса. Давайте я немножечко... Звездную болезнь избежать нельзя. Первый профайлинг в музыке. Давайте расскажу, как я Евгения нашла нашего. Я НЛП-практик, НЛП-мастер, училась у Михаила Михайловича Пелихатова на курсе НЛП-мастер, потом гипноз изучала, и после этого заинтересовалась профайлингом. Вот, и стала искать для себя учителя, хотела более глубокие знания в профайлинге и детекции лжи. Вот, и из достойных учителей наиболее интересным я считаю Евгения, потому что он доносит информацию в максимально понятной форме. Вот, поэтому... А то науку читать с таким вот скучным лицом, как это делают у нас в вузах, это, конечно, страшно. Поэтому лучше читать науку или там научные модели там, в виде того, как это делает Джордан Питерсон, Роберт Сапольский, потому что даже с такой сложным предметом, как нейробиология, Роберт Сапольский читает просто потрясающий. Всем рекомендую посмотреть его лекции, хотя бы какие-то вводные. Да, будем читать все, рассказывать весело, тем более новогоднее у нас настроение. Вот так, друзья, послушайте Евгения Спирицу, познакомитесь с ним, и прежними вы уже не будете, потому что узнаете очень много полезного. Я Евгения Спирицу нашла на Ютубе. Евгений победил в битве экстрасенсов, не будучи никаким экстрасенсом при этом. Победил с помощью знаний профайлинга. Мне стало интересно, я этот ролик увидела, я посмотрела еще другие ролики с Евгением на его канале. Потом я посмотрела, изучила все, что было в бесплатном доступе с Евгением. Ну, я увидела, что это классный учитель для меня. Вот так я его нашла и выбрала. Вот ссылочку на интернет-университет, на котором я сейчас учусь, на профайлинге, я оставлю в описании под видео. Спасибо большое за такие лестные слова. Я тоже тебя очень люблю, потому что, как получается, люди, которые приходят в такие вот индивидуальные личные программы, со временем становятся друзьями. Вот такой, я думаю, у нас сегодня будет
не столько формат, наверное, интервью, сколько такой разговор двух добрых друзей о профайлинге и о музыке. Потому что мне тоже очень нравится твой YouTube-канал. Я тоже родом из, не знаю, 70-х, 80-х, 90-х, у тебя там абонемент, то есть это очень классно. Вот, иногда вечерами мы слушаем, как ты играешь на барабанах. Спасибо тебе большое за приглашение на это интервью. Спасибо, и вам тоже приятно слышать. Ну что ж, я закончила еще у Евгения курс мастер коммуникации и училась у него на курсе тренинг тренеров. И, собственно, вот мой канал, да, как я блогером стала, это вот, как это сказать, с помощью знаний Евгения. Он меня научил. Научил, как, собственно, играть-то я играть умела, да, а вот как это показать людям, я не знала. Вот теперь умею. Евгений, спасибо. Как мы шутим, поэтому если вы с нами встречаетесь, с нами серьезно надолго, то трансформация, как правило, неизбежна. Но вот как раз Оля один из тех людей, один из тех учеников, слушателей, который своим примером показал, как можно финансовому директору быть успешным на YouTube-канале. Вот. Да. Евгений, да, можно теперь перейдем мы к вопросам. Да. Первый у меня такой вопрос. Расскажите нашим зрителям о том, как можно применить профайлинг на этапе формирования группы музыкантов. Вот возьмем, к примеру, среднестатистическую группу музыкантов из 5 человек. 2 гитариста, бас-гитарист, барабанщик и вокалист. Как вот лидеру группы подобрать музыкантов оптимально, при условии, что музыканты собираются на бесплатной основе, и никто никому не платит. Их объединяет цель и музыкальное направление, которое им нравится. Рок-музыка или поп-музыка. Задача лидера группы – собрать таких людей, чтобы они были хорошими музыкантами, ответственными, ладили между собой, и чтобы эти люди долгие годы трудились совместно, как, например, успешная группа, всем известная «Металлика», у которой Джеймс Хэтфилд, Ларс Ульрих и Кирк Хэммит уже 40 лет играют вместе. Очень, с одной стороны, простой вопрос, с другой стороны, очень сложный вопрос. Ну, во-первых, нужно понимать, давайте немножко поговорим о том, что когда люди собираются вместе, вот такой вид, как Homo sapiens, это вообще особый вид. Вот когда мы самые умные, у нас даже есть неокортекс, который должен отвечать за эмоцию, заботы. Вот. Но почему так случилось, что вместо того, чтобы, когда мы собираемся в группу людей, встаивать, да, вот, иногда вместо того, чтобы сделать что-то доброе, хорошее, то мы почему-то начинаем строить концлагеря. Да, вот. И что касается, ну я так, может быть, сейчас утрированно говорю, но что касается музыкальных групп, огромное число музыкальных коллективов рассыпаются. Это связано с тем, что, как правило, в музыку приходят люди, для которых есть такое понятие, как истероидный характер. Что значит истероидный? Это демонстративный характер. Собственно, люди истероидного типа, они великолепны в музыке, они великолепны на сцене, они великолепны в телевидении, они великолепны в театре. Но у этих людей есть, собственно, этот характер, который называется истерия, да? Актерство, истерия, женственность. И, как следствие, одной из черт этого характера является истероидность, да? То есть, психиатры это называют там, в крайней форме истерия, но, иначе говоря, у этих людей вот это вот поведение, истероидное поведение, эмоциональность, повышенная эмоциональность, всплески эмоций, ах, меня никто не понимает, и там звезда в шоке, как говорит Сергей Зверев, там, посмотрите на Филиппа Киркорова, который не может там, удержать свою эмоцию, там, побил там, девушку на репетиции, да, там, с красной или с розовой кофточкой во время интервью. То есть это вот эти вот эмоциональные порывы, которые являются достаточно сложными. И вот здесь, конечно, нужно учитывать истеричность данного характера. Нужно понимать, что будут приступы, но здесь, с одной стороны, есть вот эти вот приступы истероидности, нарциссизма, но они достаточно короткие, потому что вторым направлением этого человека это очень быстрое вытеснение, то есть механизм психологической защиты, который говорит, я вспыхнул, я звезда в шоке, и тут же отошел, и дальше можно, как будто ничего не было. Вот. Если мы посмотрим любой творческий коллектив, а я консультировал, например, ряд театров, собственно, на совместимость людей,
белорусский попался театр, который, к сожалению, сейчас разогнали. Вот, у меня учились люди специально, которые пытались формировать команду в таком, ну, скажем так, демонстративном коллективе. Вот. Это было очень здорово, потому что люди так были приятные, милые, к сожалению, сейчас большинство из них они находятся в Польше, за границей, за пределами своей страны. Так вот, нужно понимать, это первый шаг понимания вот этого истеричного характера. Да? Это нормально. Вот. А вот дальше самое главное, когда мы говорим о том, как формировать группу, то, с одной стороны, у лидера группы должно быть это понимание, а с другой стороны, нужно понимать, что любой музыкальный коллектив – это бизнес. И вот здесь мы начинаем относиться уже к построению команды как к построению системного бизнеса. И здесь точно так же есть инструменты, которые позволяют нам очень четко опираться на поведение людей. И здесь я предлагаю посмотреть на так называемую пятифакторную модель профайлинга, которая выходит из пятифакторной модели личности. Первая категория в данном случае – это должна быть идея экстраверсии. Да? Ну, то есть это направленность во мне. Ну, слава богу, с нашими артистичными людьми здесь все нормально, все хорошо. Они и так нарциссы, поэтому нужно представить себя, все замечательно. С этим фактором у всех все в порядке. Второй очень важный фактор. Ты можешь быть каким угодно нарциссом, ты можешь кому угодно там, быть любой истеричной, там, харизматичной личностью, давайте так будем говорить далее. Вот. Но есть такое понятие, как добросовестность. Добросовестность это означает о том, что ты должен добросовестно относиться к своему тому, чем ты занимаешься. Добросовестность означает, что ты знаешь под собой трудолюбие. Добросовестность означает исполнительность, желание активно работать. Вот. И вот это вот очень важный момент. Умение прощать – это тоже относится к категории добросовестности, с одной стороны. И здесь все очень просто. Если ты можешь быть каким угодно человеком, но если ты добросовестно выполняешь свою работу, то на какие-то мелкие недостатки можно закрыть глаза. Второй, третий очень важный критерий, который – это добропорядочность. Это навык коммуникативной культуры. И какой бы ты ни был там харизматичным и капризным лидером, но у тебя должна быть вот эта вот идея и мотивности. Да, я вспыхнул, да, я взорвался, но я должен уметь прощать. Кстати, у Битлз, в группе Битлз была замечательная история. Леннон, Маккартни, значит, что-то были в запале, что-то они делали. Я не помню, кто у них был барабанщиком. Вот. Я очень люблю Битлз, но забываю, да. И Пол Маккартни, по-моему, пошел, сел на его место и поступил следующий, ну, и начал ему показывать, как правильно играть на барабанах. Вот. И уж надо вспомнить, кто у них был барабанщик. Ринго Стар. Ринго Стар. Вот, и Ринго тогда обиделся, сказал: если вы, короче говоря, учите, как меня играть, меня, члена группы Битлз, играть на барабанах, то я, пожалуй, пойду и научу вас писать песни. И он ушел, через несколько дней он вернулся в состоянии такого вот, там, типа азарта, написал классную песню, я не помню какую, можно посмотреть в альбомах Битлз. Вот, он увидел, что его барабаны были завалены цветами. Вот, и Маккартни и Леннон извинились перед ним за свое поведение, да, и они вместе исполнили песню Ринго Стара. Вот, она ушла в один из альбомов и была достаточно популярным синглом. И это как раз идея коммуникативной культуры, которая обязательно должна быть в коллективе. Без этого никуда. Это очень важный момент, потому что для людей, вот, харизматичных людей, вот эти вот конфликты, они могут накапливаться, и поэтому, с моей точки зрения, не случайно в один прекрасный момент Маргулис был, скажем так, уволен из группы «Машина времени». Да? Ну, известный факт, там, помните, это было в свое время такое, там, как так, Евгений Маргулис, один из таких там, людей группы Битлз, вернее, «Машина времени» взял и был уволен. Ну, конечно, очень четко сказал, я помню это интервью, когда он говорит: «Машина времени» — это группа, это бизнес, и если люди не могут находиться в партнерских отношениях, это же мое право, это наше право, расторгнуть контракт с этим сотрудником. Обратите внимание, здесь что произошло? Макаревич четко, конкретно начал говорить как человек, который управляет бизнесом. И поэтому, вот опять же, с одной стороны это эмоции, с одной стороны это искусство, с одной стороны это харизма. Но если ты понимаешь, что это бизнес, то, к сожалению, к бизнесу нужно относиться исключительно через бизнес.
процесса. Итак, экстраверсия, добросовестность, добропорядочность. Следующий очень важный момент, который важен, это открытость к опыту. Ну, то есть открытость к опыту, это означает, что мы можем пробовать разные направления. Давайте попробуем это, давайте попробуем это, а не только одно. И тогда появляется интересное, разнообразное проявление музыки. Да, разнообразных проявлений. Ну, нейротизм, абсолютной степени риска, ну, это уже, наверное, такой дополнительный фактор. Итак, для лидера группы основными ключевыми показателями для того, чтобы группа была сплоченная, это добросовестность, добропорядочность, это основные. То есть добросовестность – это трудолюбие, исполнительность, желание активно работать. Добропорядочность – это навык коммуникативной культуры. И если вы обращаете внимание на эти вещи, и по этим вещам ваши люди, ваши сотрудники совпадают, значит, группа будет работать достаточно долго, как это приводил пример Металлики. Да? Вот, поэтому... Если не будет совпадения по этим признакам, то рано или поздно группа будет распадаться. Следующий очень важный фактор, я хотел бы обратить внимание, особенно молодых начинающих групп, которые занимаются рэпом, к примеру. Почему нужно изучать профайлинг? Дорогие мои, вы, когда будете взаимодействовать с людьми, особенно с продюсерами, когда будете направлять им какие-то вещи, вы узнаете, кто по психотипу ваш продюсер, какие для него ценности. У меня есть один очень хороший знакомый, он мне как-то приходит и показывает материал. Он говорит, я не буду работать с этими группами. Я говорю, почему? Я вижу там текст. Слышь, братан, послушай мою телегу. Это какие-то там вот эти вот гангстер-рэперы ему написали. Это Роман очень культурный человек, очень такой образованный. И несмотря на то, что он раскручивает такие вот рэперские группы, там, выступает в качестве продюсера, но к нему такое обращение, послушай мою телегу, для интеллигентного человека, да, ну, не очень понятно. Ну, представьте себе, вот там, не знаю, там, кто-то, Игорь Крутову напишет такую фразу. Ну, господа, ну, знаете, кто ваш продюсер, ну, посмотрите, какие хиты он пишет. Ну, там понятно, что можно пройти на прослушивание, но там интеллигентные люди, для которых культура имеет огромное значение. Музыка – это резонанс. Резонанс на то, что ты играешь. Ну, понятно, что там бывают простые вещи, там, типа любые типа фабрики, там, или там какой-нибудь, или какой-нибудь, не знаю, там, попса, да. Это не означает, что продюсеры – это как раз те люди, которые будут слушать, собственно, ту попсу. Они могут ее написать, но где-то будут слушать классическую музыку. Потому что это высоко, как правило, музыканты, высоко образованные в области музыки. Поэтому, коллеги, обращайтесь к лидерам группы. Учитывайте послания, которые вы пишете продюсерам. Учитывайте их профиль. Ну вот как-то так, наверное. Спасибо, Евгений. Хочу еще вопрос задать по поводу, вот как с помощью профайлинга группе образовать свой рабочий процесс на этапе репетиций, как им организоваться, так взаимодействовать между друг другом, чтобы максимально использовать репетиционное время с пользой, потому что самое дорогое, что у нас есть, это время. Вот как им, это будет в группе анархия, там все будут спорить, или это тоталитаризм, лидер принимает решение, или это демократия, но все равно кто-то должен принимать решение. Как им вот это организовать, сам процесс рабочий? Конечно же, это все лежит на лидере группы. Вот здесь вот организация рабочего процесса, это, конечно же, все лежит на лидере группы. Потому что, как в любой организации, как в любой органической структуре, бизнес-структуре, там, не знаю, все равно есть иерархия доминирования. И если лидер становится капитаном корабля, возьмем такую метафору, да, он все-таки должен уметь вести этот корабль по бушующим волнам. А то, что там будут бушующие волны, это однозначно. Если мы посмотрим на любой творческий коллектив, там, то скандалы, интриги, расследования, как мы уже говорили, сопровождают. Посмотрите на записки любимого, да, художественного руководителя театра на Таганке. Какие там были там взаимодействия с этим самым Владимиром Высоцким, да, когда они репетировали Гамлет. Значит, Юрий Любимов сидел, он там Высоцкий говорил, что он не нравится, как он играет. Вот, Высоцкий схватил такой там металлический предмет, швырнул в Любимого. Вот, этот металлический предмет прилетел мимо него, врезался в
спинку сиденья, Игорь Любимов подвинулся и сказал: а теперь играем дальше. Вот этот навык удержания состояния у лидера должен быть. Как у режиссера театра, так и у лидера группы. Это первое. Второе. Нужно понимать, что творческие люди, это, как правило, когда мы говорим про репетицию, это, опять же, настройка на работу, вот эти вот эмоциональные качели. И вот чтобы этого не было, конечно же, нужно договариваться о правилах. Если вы не ведете так называемые явные и неявные правила игры, в коллективе будут проблемы. Каждый будет тянуть одеяло на себя. Поэтому нужно изначально, когда вы формируете группу, договориться, кто в группе будет являться главным. И нужно быть готовым к тому, что каждый из деятелей группы будет тянуть одеяло на себя. Классический пример такого, с одной стороны, конфликта интересов, с другой стороны, творческой работы группы «Бит Квартет Секрет», да, которые долгое время работали вчетвером, но у них были два лидера: Николай Фоменко и Максим Леонидов, которые постоянно соревновались в перетягивании одеяла на себя. И в один прекрасный момент Максим Леонидов уходит в свободное плавание, да, хотя он был таким лидером группы. Но формируется трио «Секрет», и они втроем выступают, и тогда роль окончательно на себя берет Николай Фоменко. Они очень плохо выступали. Конечно, не так хорошо, как с Максимом Леонидовым, но все равно поклонники группы «Секрет» очень и очень ходили на концерты, даже трио «Секрет». Музыка стала гораздо лучше, я бы так сказал. Ушла вот эта вот во многом попсовая вещь. И в любом случае, когда там 30-летие группы, 40-летие группы, надеюсь, будет когда-то там 50 и 100-летие этой группы, я очень люблю, они опять соберутся вместе, и мы вспомним знаменитые хиты «Секрета», да, там, послушаем Арину Балерину, Сару Барабу и, конечно же, привет, сегодня душ эксперт. Вот, поэтому, отвечая на вопрос, самое главное, это, конечно же, что? Это правила игры. И правила игры должен задавать лидер группы. Иначе это будет анархия по полной программе. Творческий коллектив будет очень сложно собрать. Как это? А концерта не будет. Поэтому, друзья, если вы определились с лидером, то имейте в виду, лидеру нужно отдать командирские указания, даже если они во многом будут иногда забавные. Есть хорошая новость по этому поводу. Я, может быть, так, поскольку из спецслужб буду термином таким спецслужб, есть такой термин, который называется антизасадная подготовка. Вернее, антизасадное руководство. То есть, когда подразделение попадает в засаду, руководство подразделения берет на себя не самый старший, а самый грамотный, самый опытный, который способен организовать оборону этой группы. Вот здесь то же самое. Волей-неволей в коллективе, поскольку там правила постоянно меняются, в творческом коллективе руководство на себя возьмет тот, который, не знаю, там, ситуации с судьбой Господа Богом будет избран для руководства группы. Это произойдет естественным путем. Лидерство группы все равно будет за этим человеком. Но все равно, даже если вас судьба назначила лидером группы или нелегкая занесла, все равно правила игры будут останавливать. Не установили правила игры, группа развалится. Скажи, что такое явное. Да, согласна совершенно с тобой, Женя. Вот на личном опыте знаю очень много, особенно неопытных музыкантов, которые сначала думают демократия, все там, но на самом деле приходят потом к выводу, что кто-то должен принять решение все-таки. Нет никакой демократии даже в творчестве. Это бизнес-процессы, и мы, да, как экономисты, как финансисты, это прекрасно понимаем. Потому что как только еще включается вопрос финансов, а там опять же творческие люди говорят, мне мало заплатили, вот, и дальше начинаются вот эти вот вещи. Нет, никакой демократии здесь быть не должно. Может быть, даже я бы рекомендовал гораздо такую вот более жесткую такую ситуацию, которая бы... Почему у всех нормальных групп есть продюсеры? Потому что они, в общем-то, и задают правила игры. Угу. Спасибо. Вопрос еще у меня есть. Евгений, вот, например, уже группа наработала материал, да, применила все вот эти вот ваши советы, как она это все отработала, наработала, и с этим материалом она уже выступает с концертом. И вот тут вопросы возникают, как ей с публикой взаимодействовать, как может ей помочь знание профайлинга группе, там, каждому участнику группы. Есть ли разница играть концерт офлайн или играть концерт онлайн? Как не бояться камеры, как не бояться публики, как наладить с публикой контакт, вот, и с аудиторией, да, и как подружиться с ними? Существуют ли какие-то приемы, может быть, из НЛП, рапорт-подстройка между группой и аудиторией?
Интересный вопрос, и из того, что я вижу, из того, что я знаю, да, то вот здесь ответ очень простой: профессионализм. Я видел разные группы. Почему профессионализм и почему искренность? В нейролингвистическом программировании, в старом коммунистическом таком нейролингвистическом программировании есть такой принцип 50 на 50. Что означает этот принцип? Этот принцип выглядит следующим образом. Что когда ты выходишь на сцену, ты должен дать людям эмоции. Ты должен дать людям такой заряд, эмоциональный, энергетический заряд, чтобы они тебя полюбили. Принцип 50 на 50 выглядит следующим образом, что если ты не делаешь техники подстройки ведения, а наоборот искренне присутствуешь в том, что ты делаешь, да, и вот своей, не знаю, вот это вот любовью к людям, желанием дать все самое лучшее, заражаешь их, то все остальные техники значения никакого иметь не будут. Бог с ним, с этим НЛП. Все будет нормально, все будет здорово. Я вспоминаю, как у меня судьба нелегкая. Я работал тогда в правоохранительных органах, мы занимались управлением милиции, общественной безопасности, охраны порядков на массовых мероприятиях. У меня как раз была группа личной охраны. Вот. Мы охраняли как раз звезд, которые выступали на разных аренах. Поэтому я могу много чего сказать, потому что кого я только не охранял, работая в правоохранительных органах. Да. Я был потрясен Михаилом Боярским. Вот. Помимо того, что, понятно, был добрый герой, там, Д'Артаньян, вот, но я посмотрел, насколько он скромный. Вот. Он сидел тихо, спокойно в своей гримерке, и когда ему сказали выйти на сцену, он не просто вышел на сцену, это за одну секунду переключился человек. Мы все знаем, что у Михаила Боярского была страсть к алкогольным напиткам. Вот. Он не совсем трезвый вышел на сцену, но это никто не заметил. Он делал трюки, он был потрясающий, я был в восхищении. Вот, потому что я был выводящим как раз его на сцену, и то, что он делал, делал простые вещи, как он это делал? Он работал с публикой, он вкладывался туда. Я видел начинающую группу двоих парней, которые выступали в Тульском государственном университете, выступали они, и это была самодеятельная группа, это был такой, где, каких-то баров, да, вот лучше так сказать. И вот они пели вообще разноплановые вещи, то есть весь музыкальный репертуар был вообще абсолютно эклектичный, то есть не было единого стиля, жанра и всего остального. Но люди их поддержали, там человек 100 сидело. Вот. И там люди поддержали и говорили: да, ребята, потому что они старались. Это было крайне непрофессионально. Это было, их поддержали, и вот прям их любили, там чуть не носили на руках, они были искренне. Я был, как эту группу звали, там, в России, там, осень, ты у листьев спросишь, лицей, по-моему, да. Они вышли, эти там 3 девицы, полный зал, они пытались что-то ломать на сцене, я сознательно это говорю. Вот, в конце концов, с публикой их стало освистывать. Им пришлось несколько раз выполнять вот этот хит очень-очень какого-нибудь. Все остальное не слушалось, и публика их освистывала. Почему? Это очень просто. Если бы они вышли и сказали: ребята, знаете, вот мы начинающая группа, вот как те двое парней, мы там вот это делаем, у нас не будет, поддержите нас, пожалуйста. Это было бы искренне. И не нужно никаких подстроек, никакого НЛП по этому поводу. Будьте сами собой, вот будьте искренними людьми, вот делайте то, что вы считаете. Самое главное, будьте честны со своей публикой. И публика, как бы вы ни были профессионалом, как бы там вот у вас была идея того, что у вас что-то не получается, вам публика простит. А вот нечестность, вот это вот понты публика прощать не будет. Поэтому почему большое количество людей в один прекрасный момент стало отворачиваться от Филиппа Киркорова? Он был кумиром, он был звездой вот этих вот женщин, ради которых он пел. Как розовые кофточки, удары по лицу привели к тому, что часть людей от него отвернулась. Это не искренность, это ложь. Поэтому вот принцип НЛП 50 на 50, он всегда работает. Будьте искренни со своей публикой. Неважно, сколько у вас опыта на сцене, публика вас, если вы будете искренне, не будет вот это, будете аутентичны, вас будут любить, вас будут носить на руках. Даже если вы будете петь неправильно. Вот
Я почему-то абсолютно уверен, что если я возьму сейчас что-нибудь спою из творчества Боярского, это будет очень коряво, там, но мне обязательно мои подписчики скажут: Евгений, это будет круто. Спасибо, замечательно. Евгений, вот еще у меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, на сайте ICDS есть обучающие материалы, которые могут помочь музыкантам на этапе монетизации, продажи альбомов, на этапе создания бренда, как рекламировать свой бренд, как им монетизировать свое хобби. Я точно знаю, там есть такие материалы, я читала их. И вот что там можно посоветовать на сайте вашем? Ну, первое, что можно посоветовать людям, которые занимаются музыкой. В первую очередь, это, конечно же, давайте так, для тех людей, которые хотят все-таки быть лидерами группы. Это наше направление, да. Мы с тобой обсуждали его, как это направление бизнес-профайлинга. То есть как организовывать, как работать малое предприятие. Там как раз все есть по взаимодействию с персоналом. Вот. Итак, конечно же, в первую очередь, что хочется сказать. Это HR бизнес-профайлинг, потому что это управление группой, это управление малым бизнесом, малым предприятием. Мы подразумеваем, что все-таки у нас, там, не знаю, квартет, там, не знаю, квинтет, не знаю, небольшая группа, там, 5 человек. да, 5, 7, 10 человек, в зависимости от того, У меня пишет какой вы собираетесь. еще. Конечно, Перегрелся. да, это малое предприятие, говорим нашим финансовым языком, да, поэтому мы понимаем, что это управление организацией. Там все есть, там очень простым языком описано, кто к тебе приходит, как управлять. Там описаны точки контроля, точки прибыли и так далее и тому подобное. Поэтому, вот, в первую очередь, конечно, это HR бизнес. 5 человек. Да? Мы его назвали HR нейропрофайлинг, потому что там рассказывается о том, как работает мозг человека, и там стоит вопрос Среднестатистически, да, 5. Потому что мотивация очень-очень важна. Далее, конечно же, какие-то базовые курсы, базовые, хотя бы там азбука профайлинга, что-то в этом роде, для того, чтобы понимать, как общаться с этими людьми, кто тебя окружает. Да? Помимо бизнеса, если не хотите так глубоко заходить, вы должны понимать, кто рядом с тобой в группе, кто рядом с тобой, кто, там, я не знаю, там, играет на барабанах, кто там первая там, скрипка, кто вторая. Нужно понимать, как с этими людьми общаться. Поэтому любой базовый курс по профайлингу, он очень важен. Сейчас мы делаем, и в ближайшее время появится новое направление, которое мы сделали, мы сейчас его формируем, это так называемый имплицит маркетинг, или маркетинг бессознательного, или скрытый маркетинг, потому что он будет опираться исключительно на архетипические проявления. Архетип – это наша первооснова. Архетип – то, что… Почему наша школа называется глубинная аналитическая школа модель профайлинга, да? Потому что Карл Густав Юнг, основатель глубинной аналитической психологии, он показал, насколько вот эти вот образы, насколько фигуры вот этих вот, они являются первостепенными, значимыми. А музыка, она максимально архетипическая. Вспомним то, что мы единственные существа в этом животном мире, которые распознают музыку, на нее резонируют. И, как говорил Платон, что, собственно, музические искусства, они способны привести человека к Богу, да, к идеалу, к архетипу. Потому что что все-таки такое музыка? Да? Музыка – это идея резонанса, это идея того, что… Ну, если познакомиться с хорошей музыкой, мне повезло, я еще получал методологическое образование, мало кто об этом знает. Я изучал методологию в Московской консерватории. Вот. Мне повезло по этому поводу, я с музыкой именно там познакомился, потому что до этого она для меня была непонятна, когда я послушал на самом деле, как они поют, я послушал романсы, то для меня попсу слушать просто невозможно. То есть, когда ты почувствовал вкус, там, я не знаю, устриц, там, не знаю, там, хорошего вина, то простую порноту купить будет просто невозможно. Поэтому, когда мы говорим про архетипы, нужно понимать, что это бренд. Как формировать, как дать название группы, как сформировать позиционирование. Это вот как раз будут у нас курсы, которые связаны с имплицит-маркетингом. Да? Вот они для нас будут, ну, то есть мы как раз об этом будем говорить, но это чуть позже, потому что сейчас у нас происходит очень серьезная реформа нашего интернет-университета в плане того, что мы сейчас делаем такую экосистему, чтобы любой человек, который бы к нам пришел, ему было интересно. Поэтому отдельно еще раз спасибо тебе за это интервью, потому что у нас получилось так, что
Мы уже сделали профайлинг в фитнес-индустрии. Ну, понятно, профайлинг в продажах – это да. Профайлинг, я сейчас даже уже забываю, там, в маркетинге тоже уже понятно. Какие-то еще… профайлинг в недвижимости, продажа недвижимости – отдельное направление. Профайлинг в бухгалтерии. Вот какая была интересная ситуация. Ну, тебе, как финансовому директору... Я не попала на это. Это был такой мастер-класс, по-моему, вот, бухгалтера пришли, и по большому счету это был не столько профайлер в бухгалтерии, сколько это был такой мастер-класс по коммуникации с налоговой инспекцией, когда тебя вызывают. Вот, и там чуть ли не пошли дальше. Идея того, что как дропу разговаривать, ну, те, кто в курсе, да, как дропу разговаривать, как номиналу разговаривать при проверке с налоговой инспекцией, какие слова говорить. Ну, это, конечно, я уже сказал, нет, ребят, мне еще в Россию надо возвращаться. Телеграм-канал «Обнальщик» в вашем распоряжении, а я это консультировать не буду. Вот. Поэтому вот и до музыки добрались. Имплицит-маркетинг – это как раз идея формирования позиционирования, взаимодействия. Поэтому, я думаю, в ближайшее время будут интересные программы. Почему не рассказать? Опять же, продолжим идею профайлинга в музыке. Спасибо. Ну, раз уж архетипы, да, затронули, можно еще вопрос про архетипы. Хочу понять, в каком архетипе вообще музыканту быть, как ему в архетип входить. Именно музыканту, да, не актеру. Вот. И, допустим, группа из 5 человек, там бас-гитарист, вокалист, барабанщик, гитаристы, у них разные будут архетипы, или у всех одинаковые, как музыкант. Вы герой, я все-таки герой. Архетип героя вообще-то. Это верно, да. Все зависит от продюсерского замысла группы. Вот это вот нужно понимать. Потому что продюсер, когда смотрит на группу, он четко понимает, в каком архетипе должна быть та или иная группа. Если мы посмотрим на продюсерский замысел Меладзе, да, там вот группы Viagra, там кто были? Там был очень четкий, понятный архетип Кармен, да, там архетип такой вот сексуальный, скажем так, архетип, да, вот, и эта сексуальность вовсю эксплуатировалась. Viagra, само название, носит определенный эмоциональный контекст, да, группы Viagra, да, вот. Мало кого интересует, что Viagra – это, в общем-то, таблетка от сердца. Вот. А вот как раз теневая сторона этой таблетки оказалась гораздо более востребованной у мужчин, нежели само сердечное средство. Вот. Но напомню, что открывалось оно как лекарство для лечения сердца. Вот. Побочный эффект. Тень Виагры оказалась более востребованной, ну, как, собственно, тень самой группы. Поэтому там что? Там были девушки определенной внешности, сексуальные, да, там неважно, что они пели ротом, главное, чтобы они были красивые, главное, чтобы они были сексуальные и обаятельные. Поэтому была такая тема. Вторая, например, группа Любэ, да, продюсерский замысел какой? Парни из Подмосковья, которые там, ты агрегат, Маша, Дуся, да, ты агрегат. Батяне компот, компот батяне. То есть, Глеб Жиглов и Володя Шарапов. Тексты достаточно простые, но архетип какой, да? Это архетип таких вот понятных людей, там, да, как бы это такой архетип воинов. Да. Собственно, они эксплуатировали его, когда он появлялся в гимнастерке, пел вот эти вот там архетипические песни, которые связаны там «Батяне комбат», да, вот про это. Очень четко эксплуатировалась эта тема. Поэтому, когда мы говорим про группу, то это единый архетип, это единый сценический образ. Это то, на что аудитория должна реагировать. Каждый будет реагировать на свое. Почему у Димаша Кудайбергена вот такой вот образ такой вот очень интеллигентный. Он по сути своей интеллигентный человек. Он находится вот в этом архетипе принца, да, вот такого вот позитивного героя. Ему будет очень сложно выходить из этого архетипа. Но посмотрите его целевую аудиторию. Девочки из Китая, я не знаю, там всем Китаем приезжают к нему на концерты. Неважно, где у Димаша будет концерт. В Москве, в Минске, в аэропорту всегда встречает его китайская делегация. Вот. Ну, удивительный молодой человек.
Я вспоминаю, когда он у Андрея Малахова сидел на встрече, там, субботний вечер с Андреем Малаховым. Димаш находится, он переживает этот архетип принца, он в нем аутентичен. И когда там сидел Юра Шатунов, вот, и что-то там Димашу предоставили слово, и он такой к Юрию Шатунову обращается. И вот когда выступал дядя Юра Шатунов, вокруг все просто рухнули. Вот. Шатунов, его первый раз в эфире назвали дядей Юрой, потому что он у всех запечатлел, как в архетипе вот это вот ласкового мая, архетип принцев, да, там, отчасти бродяг. И ему говорят: дядя Юра, слушай, ты уже постарел, в общем, чувак-то, да, там как бы. Но Димаш ему сказал так наивно, так искренне, с таким уважением, что все улыбнулись, потому что, ну, все привыкли к нему. Юра Шатунов – это архетип, это архетипический образ, это сценический образ, да, вот. А дядя Юра Шатунов – это уже дядя Юра, так ты уже старенький-то, ласковый май достаточно давно, во времена Советского Союза рухнул. Советского Союза же там больше 20 лет нету. Вот, это было забавно. Но Димаш, он же какой? Он в своем архетипе. В архетипе он комфортный. Как только ты начинаешь выскакивать из своего архетипа, как только ты начинаешь из него выходить, возникают сложности, то, что мы называем перекос архетипа. И из этого архетипа, иногда очень сложно выходить, потому что у тебя возраст уже другой, а ты все еще в архетипе трикстера скачешь. Многие люди, возрастные люди, они молодцы, например, которые сохранились в этом архетипе, да, и которые рок-музыканты, которые скачут на сцене. Но если посмотреть на изменения, архетипические изменения группы, да, то они будут происходить с возрастом. Посмотрите на песни «Машины времени» и сценический образ «Машины времени» Андрея Макаревича там, 20 лет тому назад в Советском Союзе. Вот. И сейчас изменяется творчество, да, изменяются его политические взгляды, которые, оказывается, влияют на творчество. И мы видим, что машина времени развивается по этому пути героя. Да? То есть с возрастом основных героев, да, меняется и амплуа, меняется и подача, и внешний вид, и прически, и стиль одежды, и поведение на сцене. То есть это уже архетип такого хозяина, который задает законы. Это такое нормы, правила, которые пытается дать Андрей Макаревич уже со сцены. И обратите внимание, там больше начинают проявляться какие? Политические взгляды в творчестве, да, политические взгляды в интервью, политические взгляды в выступлениях. Да. Поэтому, с одной стороны, можно застрять в архетипе, с другой стороны, этот архетип позволяет развиваться, и мы видим метаморфозы в группе, метаморфозы в личности людей, в одежде, в поведении, в экспрессиях. Да. Там, понятно, что в текстах, естественно, да, поэтому мы понимаем, что это сильно-сильно такая человеческая трансформация. Ну, в общем, простыми словами, застрять в архетипе – это когда человек уже повзрослел, у него поменялся образ жизни или должен был поменяться, а он все как там молодой прыгает, скачет, там что-то в этом роде, да? Да, было забавно наблюдать, почему Валерий Леонтьев не выступает. У него архетип трикстера такой. Здоровье уже не то. Как он скакал на сцене, когда был в Советском Союзе, да, что он творил. Да. Я бы очень интересно, лет через 5, через 7 посмотрю на Филиппа Киркорова, если он не поменяет свое амплуа. Это будет очень интересный формат, если он раньше не уйдет на пенсию и не закончит свою карьеру. Поэтому вот Валерия Леонтьева мы сейчас практически даже в интервью не видим. Почему? Застрял в образе того вот как бы вечно молодого, бодрого на сцене, возраст еще тот, да. Вот. И все-таки как-то нужно менять свой амплуа. А он там и застрял, он из него не выходит. Поэтому даже пожилой человек сейчас практически на телевидении появляется. Ну, добавлю от себя, тоже увлеклась очень творчеством Леди Гага. Вот, и как она там наряжалась, да, как она это все. И у нее сейчас другой совершенно архетип. Она сейчас не красится, выступает без этого всего макияжа и поет совершенно другим голосом и другие песни. То есть человек реально смог сменить архетип и не пострадал от этого. Она не застряла в том архетипе вот этих нарядов, этих ресниц.
Да-да-да, и это очень важно, поэтому любую группу это будет ждать. В этом плане примечателен распад группы Beatles, который закончился Let It Be. То есть они уже в этом архетипе хозяина, они подвели вот этот итог словами «такое бывает». Мы помним, да, «Mother Mary come to me», и так далее и тому подобное. То есть обращение уже к божественным вещам, которые говорят о том, что пусть будет так, let it be. Спасибо, интересно. Это было. Еще у меня есть вопрос про, ну, конечно, вот этот самый, наверное, веселый, про звездную болезнь. Вот. Это никуда мы от этого не денемся, я уже сказал. Нужно понимать, что звездная болезнь будет у вас всегда соприкасаться, потому что нарциссизм – это основная черта людей, которые приходят в творчество. Без этого никуда. Иначе бы они не были талантливыми, иначе они не были бы теми, кем они являются. Поэтому, если мы вспомним некоторые группы, например, тот же самый бит-квартет «Секрет», Максим Леонидов в один прекрасный момент сказал о том, что я ухожу, я буду сольная карьера. Не очень она состоялась, в одиночку оказалось не так легко работать, но, в общем, короче говоря, там кино были, там поездка в Америку, в Израиль, но он оказался нам неуспешен, вот, в отличие от того, когда он был лидером группы «Секрет». «Звездная болезнь». Если мы посмотрим на многих других людей, которые были связаны с звездной болезнью, у них возникает вот эта идея тщеславия. Все-таки, вспоминая «Адвокат дьявола», тщеславие – мой самый любимый грех. Они забывают о том, что продюсеры уже достаточно давно живут на свете. Они забывают о том, что продюсеры, как мы уже говорили, это идея защиты товарного знака. О том, что сценический образ, да, может быть предметом авторского права и защиты этого права. Вот. Почему там Катя Лель не может петь песни? Они не ей принадлежат. И сценический псевдоним тоже не ей принадлежит. В один прекрасный момент, когда она ушла со сцены и сказала о том, что она будет вести самостоятельную карьеру, ей сказали: ах так, ну, в общем, мы тебе кранчик-то перекроем. Поэтому продюсеры уже научились побеждать эту звездную болезнь. Была недавно группа, я не помню, там какие-то мальчики были, которых продюсировали. Там один парень сказал: я буду делать сольную карьеру. А, будешь делать сольную карьеру, сказал Меладзе. Ну и делай. И опять обрубил этот кранчик. Этой группы больше нету, хотя она была очень популярна в свое время у девочек. Для Меладзе создать новую группу Виагра или там Триагра, или там, я не знаю, там чего еще, там как бы там сексуальные мальчики. Да господи, есть запрос, есть продюсерский замысел, есть деньги для раскрутки. Мы это делаем достаточно быстро, проблем нету. Говорят продюсеры. Там, главное, чтобы люди были абсолютно вменяемые и адекватные. Сольная карьера может быть достаточно успешной, если продюсер обратит внимание, что есть смысл продвигать этого человека. Классический пример – группа «Фабрика». Игорь Матвиенко, по-моему, да, продюсер был. И Сати Казанова начал делать сольную карьеру, но она осталась в рамках взаимодействия с Игорем Матвиенко. Матвиенко увидел, что да, девочка развивается, очень интересная и разумненькая. Вот, и он ее продолжил продюсировать в рамках «Фабрики», потому что они начали... «Фабрика» распалась по этим, скажем так, семейным обстоятельствам. Вот. Он контролировал звездную болезнь. Если возникает звездная болезнь, к этому нужно быть максимально готовым. Лидеру группы, кому угодно, потому что, ну, что там, среди апостолов нашелся Иуда, что говорить о нас, грешных, да, предательство в крови у человека. Вот, поэтому продюсеры к этому подготовились. Можно ли избежать звездной болезни? Нет, нельзя. Вот ты знаешь, ты училась на нашем курсе, посвященный тренингу тренеров, да, вот мы прорабатывали. Я давно занимаюсь продюсированием людей, и я с этим столкнулся тоже как продюсер, как человек, который создает не звезд, а тренеров. Вот те люди, там, кто-то остался, а кто-то, наоборот, сказал: Евгений, ты плохой, поэтому я буду заниматься своим проектом. Ну, Господи, иди занимайся, проходи мой путь. Какие проблемы? Через некоторое время вы пойдете тем же самым путем, что и я. И я посмотрю, там, как бы от меня ушли, там, начали создавать свои собственные центры, и смотрю, то же самое. Начались взаимодействия с персоналом, начались вот эти вот как бы там все необходимые терки между людьми. Я же говорю, когда люди собираются, вместо того, чтобы договориться, они почему-то создают концлагерь. Это нормально.
В НЛП есть поговорка «карта не равна территории». Основная пресуппозиция. Обед не меню, а значит, наше представление о мире миром другого человека не является. Поэтому как только возникает звездная болезнь, я к этому отношусь достаточно спокойно. Я не завязываю отношения, которые не могу разорвать в течение 30 секунд. Если вы лидер группы, вы отвечаете там за то, что вы поете, пишете музыку, там, руководите подразделением. Ну, там, взбрыкнул кто-то, говоришь, следующий, next. Но здесь, вот здесь очень важно, чтобы люди дорожили вами. Вот это вот очень важный момент. Когда мы говорим о звездной болезни, в основе звездной болезни лежит тщеславие. Вот эта вот ситуация. И, естественно, там, вот эти вот внутренние авторские разборки и все остальное, да, они все равно будут присутствовать в группе. Это неизбежная ситуация. Поэтому звездная болезнь. Как только ты начинаешь заниматься продюсированием, сразу будь готов, что со звездной болезнью придется работать. Вот. Поэтому и не важно, чем ты занимаешься. Будь ты продюсер тренингового центра, будь ты продюсер музыкального центра, разницы нет никакой. Все будет одно и то же. Звездная болезнь – это не знаю, профессиональная деформация, не сложности взаимоотношений. Это базовая, не знаю, функциональная вещь, как там, в любой организации. Ну, что там, какую возьмем? Там, брак на заводе, да, вот такая метафора. Что такое звездная болезнь? Это у нас брак на заводе. Нормальная метафора, да. Да, кстати. Да. Чего мы с тобой, как финансисты, можем по этому поводу сказать? Да, там как бы Да, я как-то вот эту метафору все вспоминаю. Когда ты становишься сверхкомпетентный в своей сфере работы, да, уже все там знаешь, и такой молодец. Ты как начинаешь действовать, как есть такая опасность, что человек начинает действовать, как в той сказке про то, как заяц гонялся на перегонки с черепахой. Он там лег полежать, где-то там поплавал где-то по дороге в речке, а черепаха его обогнала. Ну, потому что он был сверхкомпетентен. И здесь для всех, кто там чувствует себя очень крутым, очень таким вот значимым, я все-таки напомню о природной скромности Христа. А еще хочу напомнить вот такую вот важную мудрость о том, что нельзя предавать своих учителей и наставников. Вот это вот очень важная вещь. Почему, например, в детекции лжи для меня там моим наставником является Валерий Владимирович Коровин. Да? Удивительный человек, я его очень люблю. Вот сейчас был у него на курсе. И как бы он мне говорил, что, Женька, ты самый лучший профайлинг. Там, для меня лестно эта оценка. Для меня она имеет огромное значение. Но для меня внутренне, вот для меня, для человека, как я, Евгений Спиридцев, для меня мой наставник стоит выше меня на голову. Та же самая ситуация с Михаилом Михайловичем Плехатовым. Вот. Это здорово, что ты можешь там, не знаю, каким-то образом перерасти своих учителей. Но когда ты ценишь их, когда у тебя есть к ним уважение, весь их огромный эгрегор, весь их архетип поддерживает тебя. Почему я их люблю, мы с ними дружим семьями? Потому что в нужный момент ты чувствуешь их теплоту и поддержку. Как только... Вот у евреев мне нравится... Очень люблю мудрость еврейскую. Вот мне нравится эта метафора. У них метафора выглядит, и структура мышления выглядит следующим образом. Их праотцы самые мудрые. И каждый последующий мудрец, он считается более мелким, нежели вот там Авраам, Исаак там, и все остальные. Почему у них такая ситуация? А потому что тогда весь эгрегор вот этих вот мудрецов подпитывают их структуру, их религию, почему у них такое отношение к своим религиозно-мистическим культам такое серьезное. Да? Вот. Может быть, в этом есть одна из причин успешности еврейского народа, еврейского этноса. В алмазном бизнесе, извините меня, в IT-бизнесе, в оружейном бизнесе. Я если начну перечислять, в каких бизнесах они успешны, там рук не хватит. Например, в облагораживании своей территории. Я был в Израиле, я знаю, про что говорю. Там каждому кипарису, который высажен у них на скалах, подведена вода, система орошения. Ну, как им не восхищаться? В отличие, например, от России, где вековые дубы и все остальное вырубается, да, посмотрите на карту тайги. Ну, это уже больная тема. Но к вопросу о том, что, друзья, вот перестаньте, вот скромность украшает и мужчину, и женщину. Вот уйдите от этого нарциссизма. Благодарите своих тех наставников, учителей, которые находятся рядом с вами. И они всегда будут вам благодарны, будут поддерживать. Вот. Посмотрите на модель Хворостовского, да, там как бы там, группа Квадро поет, например, вместе с ним там какую-то арию, да. Они смотрят на него как на Бога. Какое уважение к нему, да. И посмотрите на там,
кто соприкасается с Хворостовским, как они взаимодействуют. Человек, там, к сожалению, умер от онкологии, страшная болезнь, там, рак мозга. Это грустная тема, но обратите внимание, что авторитет непререкаемый, идея вот этого вот восхищения, уважения. Почему он сам собой это задавал? Тут я, поскольку я занимаюсь невербальной коммуникацией, я смотрел на выступления Хворостовского с группой «Квадро». Да? Они вроде ребята молодцы, замечательные, и интеллигентные, и умные, и талантливые. Но они смотрят на него, знаете, вот они стоят вот так вот, и как на Бога. Да, там, но это уважение. Ситуация с Градским, да, сложный там, может быть, был человек, но посмотрите, пришли люди и говорят, что мы потеряли этого человека, он уникальный, это человек Советского Союза, насколько он потрясающий, да, и это огромное уважение к нему. Поэтому звездная болезнь – это такая вот тщеславие, мой самый любимый грех, может очень плохо закончиться. Поэтому, ребят, не надо, не болейте. Ну, а лидерам группы я сказал, что делать. Спасибо. Евгений, еще хочу вопрос задать. Я знаю, что вы преподавали карате и пишете книги, а музыкой занимаетесь или играете на музыкальном инструменте, или поете, или, может быть, пишете стихи? Иногда пишу стихи. Они у меня... Я поэт, последователь Александра Иванова. Есть такой замечательный... Я очень не люблю фальшивые стихи. А люди, которые иногда пишут эти фальшивые стихи, они иногда пишут такую хрень, что у меня просто возникает идея сарказма, поэтому я говорю, вы хоть какое-то образование получите в области поэзии. Сейчас же есть все. Поэтому я, как Александр Иванов, когда мне приносят какие-то интересные стихи, я могу написать на них пародию. Вспоминаю Александра Иванова про его «Ты пиши, 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 не сочти залезть, потому что пародист тоже хочет есть». Я про это. Иногда пою. Я пою Боярского, иногда «Тайна от всех». Вроде говорят, что у меня хороший голос, но когда возникает идея, я могу очень похоже петь на Боярского. Естественно, его репертуар. Как-то так вот. Евгений, еще у меня такой вопрос личный обо мне. Могу спросить. Это он, конечно, не только меня касается, но и музыкантов. Как музыканту справиться с творческим кризисом? Какие инструменты? Наверное, аутопрофайлинга здесь помогут. И на примере меня можно разобрать этот вопрос. Как у меня, например, сейчас творческий кризис, он затянулся уже больше, чем на 2 года. Я сейчас не делаю видеороликов по причине, я когда увидела, что миллионные просмотры на канале, я стала, конечно, обратную связь читать, что люди говорят. Люди пишут, поменяй звук, пусть звук будет лучше. Хорошо, я купила аппаратуру, поставила специальную программу, взяла консультацию у звукорежиссера, все вроде как все готово, бери, включай, пиши. После этого уже на 2 года все застопорилось, и потом появилось миллион причин, что вдруг я мешаю соседям, я устала с работы, но раньше мне как-то это ничего не мешало. Что с этим можно сделать? Оль, прекрасный вопрос. Поблагодари людей, которые тебе дают такую обратную связь, и пошли в долгое пешее эротическое путешествие. В НЛП, если ты помнишь, есть такая тема, как обратная связь высокого качества. Это первое. Если бы я слушал всех тех людей, которые мне приходят с советами, если бы я их слушал, то, наверное, мне было все очень грустно. Откуда возникает идея выгорания? Зная тебя как доброго, интеллигентного, хорошего, потрясающего человека, для тебя очень важна эта обратная связь от людей. Я рекомендую
для тебя, чтобы у тебя была обратная связь от умных людей. Не от всех, а от умных. Вот у меня вот там, мои наставники, Коровин, Плехатый, там, покойный Андрюша Парабелл, вот, они всегда давали обратную связь высокого качества. Они говорили: слушай, давай ты вот здесь улучшишь, вот здесь, и вот вообще, а так и так все хорошо. Вот у тебя и так все хорошо, это первое. Поэтому, если вдруг тебе понадобится от кого-то обратная связь по поводу твоего YouTube-канала, ты позвони мне, вот я тебе все скажу. Вот. Второе. Значит, хватит слушать людей. Есть замечательная поговорка, не помню, кто автор: один человек всегда мудрее коллектива. Особенно, если он умный. А ты относишься к этой категории. Вот. Я про хейтеров, я уже, знаешь, как вот компания Amazon, она не обращает внимания на негативную обратную связь. Если Google еще как-то реагирует, то Apple, Amazon вообще не. Поэтому мой совет от Евгения Спирица: во-первых, не читай комментарии. Помнишь, как у профессора Преображенского: доктор Парменталя, перестаньте читать за обедом советские газеты. Это других нет. Только никакие не читайте, чтобы не портился аппетит. Вот, поэтому не читай комментарии. Я, например, вообще не читаю комментарии. Вот просто там как бы мои, там, которые сидят, помощники, которые мониторят комментарии, они мне не говорят про дурацкие комментарии, которые пишут люди. Вот. Поэтому не обращай внимания, там, близким скажи: убирайте, вычищайте комментарии, чтобы не портить настроение. Повторюсь, если понадобится обратная связь, я рядом. Дальше. То есть слушай умных людей. Вот. Второе, что я хочу сказать. Вот важно в YouTube-канале искренность. Вот эта вот искренность, и не только в YouTube-канале, но и вообще в коммуникации, она очень важна. И вот если ты делаешь это от души, если ты делаешь это искренне, то все будет нормально. Дальше. Вот пришла некая новая информация, и ты говоришь: блин, это нужно сделать, нужно попробовать ее взять, внедрить. Нет, ничего не нужно делать из категории силы, ничего нельзя делать из категории насилия. Вот как у тебя было раньше, если тебе там комфортно, то делай это так, как было раньше. И люди тебе скажут большое спасибо. У меня какие-то ролики, там, не знаю, там, дремучих годов, там, и все равно люди говорят: а поставь ролик про секту, а он мне нравится. Я, например, смотрю видео с Плехатым, вообще там с плохим звуком, с плохой записью, когда мне нужно посмотреть один из первых его НЛП практик. Потому что сейчас он совершенно другой. Он вроде вырос, но мне нужен тот старый. Поэтому иногда есть смысл обращать внимание на тот прошлый опыт, который тебя поддерживает. Итак, первое. Не читать комментарии, в смысле советских газет в Ютубе, да? Дальше. Если нужна обратная связь и все остальное, позвонить близким, умным, которые тебя поддержат. Третье. Опираться на свой собственный опыт. Четвертое, что хочу сказать, это все-таки делай то, что тебе нравится. У Лобковского, известного психолога, есть классная штука. Делай то, что нравится тебе, и не делай то, чего тебе не нравится. Вот нужно убрать вот эту вот идею должествования. Если ты убираешь идею должествования из своей жизни, то тогда жизнь становится в кайф. И тогда у тебя возникает идея того, что как здорово, что музыка почему-то, или там барабанные палочки сами скользят по барабанам, и ты получаешь удовольствие от этого. Вот для себя это нужно делать, не для других людей. Вот как только ты соберешь вот этот пазл из этих критериев, да, то будет все хорошо. Получай удовольствие от того, что ты делаешь. И не обращай внимания на людей. От людей, от многих ничего хорошего ждать нельзя. Простите мой цинизм. Поэтому вот эта вот книжка «Боевой НЛП» была, собственно, про это написана. Я думаю, мы обсуждали там и боевое НЛП, и безжалостное НЛП. Потому что в этих книгах рассказывается о том, как сделать человека несчастным. И боевыми НЛПерами-то являются кто? Не Евгений Спирица, не Михаил Плехатый, не те, которые владеют этими техниками, которые писали. Самые страшные боевые НЛПеры – это кто? Мамы, папы, бабушки, дедушки, дяди, тети, сослуживцы по работе. Вот об этом речь, да? И, кстати, против тебя вот таким вот образом применили боевое НЛП. Дали тебе совет, который пошел тебе не на пользу. Не надо таких советов слушать. Делай то, что тебе нравится. Поверь мне, если бы это был там месяц-два, я бы сказал, сейчас пройдет депрессия. Депрессия – это означает быть под прессом. Ты же говоришь совершенно о других состояниях. Ты говоришь о профессиональном выгорании. Почему? Потому что кому-то что-то не понравилось. Да идут они к Бениной маме. Посмотри, пожалуйста, фильм, он мне очень нравится, удивительный фильм «Легенда о пианисте», да, с Тимом Ротом. Оскароносный фильм про 1900-го, который находится на корабле. Он не знал, что такое дуэль. Он не знал, когда играл джаз, что такое дуэль. И когда он выиграл эту дуэль, он произнес замечательную фразу, она как раз про это. И джаз в жопу. И вот про это.
Он просто любил играть. Ему это нравилось. Вот, наверное, если не смотрел, обязательно посмотри. Удивительный фильм. Это один из моих любимых фильмов. Я его очень рекомендую. Фильм о мастерстве человека и о том, как он преданно служил своему делу. Он никогда не сходил с корабля. Да? Это был его мир, в котором ему было комфортно и хорошо. 1900-й так и не сошел на берег, но он был потрясающим пианистом. Удивительный фильм. Я еще рекомендую сходить на спектакль театра Ермоловой. Там Олег Меньшиков играет 1900-го. Это моноспектакль Олега Меньшикова. Там нет разницы, фильм смотреть, либо смотреть потрясающего Олега Меньшикова. Всем очень рекомендую. Это, я вспоминаю, это состояние завораживающее. Евгений, спасибо большое, спасибо за эту рекомендацию, за этот совет. Давайте мне поставим эксперимент и посмотрим, что же теперь, как у меня теперь пойдет музыкальная моя деятельность. Я твоих советов прислушиваюсь всегда. Вот, ты мой наставник. Оля, да все будет нормально. Было много, наставник. Вот. Да, наставников бывает мало. Спасибо тебе большое за такие лестные слова. Вот вообще, реально, вот принцип простой, получи удовольствие. Вот прям как бы... Вот. Мы получаем колоссальное наслаждение, слушая тебя. Поэтому давай что-нибудь вместе замутим, ты поиграешь для всех, для нас, а мы скажем тебе большое спасибо, насладимся твоей игрой. Вот. И все пройдет. Хорошо. И все пройдет. Прям как рукой. Спасибо. Евгений, спасибо. Друзья, значит, я надеюсь, что было очень познавательно вам всем. Мне точно было познавательно. Вот, спасибо за это интервью. Вот удалось на нашем канале объединить и профайлинг, и музыку. Это большая редкость. И вообще большая редкость, когда нас, музыкантов, консультирует такой специалист такого высокого уровня. Вот, так что пишите комментарии. Забавный формат в плане того, что вот уж никогда не думал, что мы с тобой будем обсуждать не экономику, не финансы, даже не бизнес-тренерское искусство, а профайлинг в музыке. Мне кажется, классно получилось. А я никогда не думала, что мы вообще будем что-то обсуждать когда-то. Вот свершилось. Чудеса. Люди, чудеса происходят. Так что, ссылочки все интересные под видео оставим. На бойцовский клуб тоже оставим, да, ссылочку? У нас много интересных вещей. Пусть люди приходят, знакомятся, смотрят. Да. Вот. Друзья, спасибо большое. Евгений, спасибо. Ну что, тогда всех с наступающим Новым годом. И пусть следующий Новый год принесет вам большие успехи, удачи и все то, что вы задумали, чтобы у вас получилось. А мы в Новом году с Олей что-нибудь музыкальное для вас придумаем. Постараемся. С новым наступающим годом. Все, пока-пока, счастливо.